Для того, чтобы начать, нам понадобится только Photoshop. И больше нам ничего не нужно. Перед тем, как начать делать что-либо в нашем Photoshop, а именно начать рисовать, нам нужно подготовить наш Photoshop к этому. Потому что если вы просто начнете рисовать на сыром изображении сразу же кистью, это будет немножко не то. Нам нужен немножко другой эффект. Во-первых, нажимаем файл, создать. Здесь мы выбираем пиксели. Размер мы выбираем где-нибудь 100 на 100. Разрешение оставляем 72. Пиксели дюймы, цвета RGB 8 бит. Ну, собственно, фон белый. Давайте сделаем его не белым, а немножечко таким сероватым. Нажимаем создать. У нас создается такое маленькое поле. Зажимаем Alt, его немножко приближаем. Заходите в просмотр, показать, сетку. И также убираете здесь пиксельная сетка. Далее поймете почему. Далее переходим в редактирование, настройки, направляющие, сетки и фрагменты. Здесь, во-первых, ставим внутреннее деление на 1. Далее выбираем стиль нашей сетки, но мы оставим стандартную. Выбираем пиксели и 1. Теперь, как видите, у нас есть четкая сетка для того, чтобы в будущем мы могли по этой четкой сетке нарисовать что-либо. Этой сетки не будет видно, когда будем сохранять изображение, но это нам очень сильно поможет в том, чтобы что-то здесь нарисовать. Также, если вам не нравится цвет этой сетки, можно нажать вот сюда и цвет поменять на любой, который вы хотите. Я оставлю, какой у нас создался изначально. Далее, зайдя в основное, вместо бикубической нам нужно выбрать по соседним пикселям. А дело в том, что если вы будете взять бикубическую, автоматическую или любую другую бикубическую или билинейную, у вас будут смазываться края. Бикубическая и любая другая, типа билинейная, очень сильно делает изображение таким смазанным, более приятным, что ли, именно если изображение большое. Так как мы рисуем по пикселям, нам именно подойдет по соседним пикселям. Нам нужна именно четкость. Давайте нажмем 2 раза на наш фон, назовем его вообще пофиг как. Нажимаем ОК. И теперь, нажав Ctrl и русскую Г, мы поменяем яркость на немножко поменьше. Это чтобы, если мы будем рисовать вдруг белыми пикселями, мы видели эти белые пиксели. Далее наша задача зайти и выбрать не кисть, а карандаш. Как видите, карандаш рисует четко по пикселям. Выбирайте размер самый малой, а жесткость самую большую. Таким образом у нас получается четко нарисовать пиксели. Далее вам нужно просто придумать какое-то изображение, либо же выбрать изображение какое-то из интернета. Мой вам совет: если вы никогда до этого не рисовали пиксель-арты, лучше вбейте в поиск пиксель-арт и повторите парочку работ, чтобы просто набить руку в том, чтобы рисовать именно пикселями. Я вобью Jacksepticeye лого, если что, это Jacksepticeye, это мой любимый ютубер. И давайте сделаем небольшой фан-арт, что ли. Например, вот его логотип. И мы его реализуем в пикселях. Представить и сделать это довольно несложно. Сейчас вы увидите ускоренную версию того, как я это рисую. Опять же, вам повторюсь, вы просто интерпретируете любое изображение по пикселям и рисуете что-то такое. Либо же можете повторять за чужими работами, чтобы просто набить себе руку. Но давайте приступим к самому рисованию. Я перемещу это изображение на второй монитор, буду на него оглядываться и рисовать. И да, когда начнете рисовать, рисуйте на новом слое. Нажмите кнопочку справа снизу, создайте новый слой и рисуйте на нем. Я этого сделать забыл. Это не особо сильно повлияет на работу, но когда вы будете именно редактировать изображение, удобнее редактировать на отдельном слое. Это так, чтобы вы понимали, почему я не сделал новый слой. Забыл. Также, когда вы рисуете, мой вам совет: нажмите окно, упорядочить, новое окно для без имени. И переместите это изображение куда-нибудь, я не знаю, в край. Таким образом вы будете видеть, как будет выглядеть ваша работа. Я опять же перемещу это себе на второй монитор, но вы сможете так наблюдать, как будет выглядеть ваша работа издалека. Видите, вы что-нибудь нарисовали здесь, у вас это здесь же отобразилось. Можете также здесь рисовать, но это смысла не имеет. Так что я перемещу это на второй монитор, чтобы было удобнее наблюдать.
Также, когда вам нужно будет работать несколькими цветами, мой вам совет. Рядом с вашим изображением, где-нибудь в углу, сделайте себе небольшую палитру. Например, если мне понадобится этот зеленый, я его оставлю где-нибудь вот здесь. Теперь мы меняем зеленый на какой-то другой, который нам понадобится цвет. Рисуем его рядом, и теперь вы можете опираться на эти два цвета. Допустим, вы накосячили. Как вам правильно стереть? Выбираем инструмент ластик. Здесь выбираем карандаш. Размер самый маленький, жесткость самая большая. Когда вы рисуете вашего персонажа, рисуйте его на новом слою, а не как я рисую на том же самом слое. Лучше рисовать на новом, тогда у вас будет больше возможностей для редактирования и так далее. Допустим, вам нужно использовать заливку. Выбираете инструмент заливка. Но если вы нажмете заливка просто так, как видите, ваши пиксели будут немножко выходить за рамки. Вам просто нужно выключить сглаживание вот здесь вот. Бум. Все работает. Ну, собственно, как-то так. Наверное, на этом все именно в плане создания самого рисунка. Заняло это не то чтобы много времени, но пришлось немножко повозиться. Давайте зайдем в просмотр, показать сетку, и мы ее выключим, чтобы четко видеть наш арт уже получается. Но выглядит довольно круто. Так я рисовал сам сразу же на фоне, а не на новом изображении. Давайте я немножечко отделю нашу фотку от нашего заднего плана. Выбираем ластик, волшебный ластик. Убираем опять же сглаживание. Бам. Все. Теперь у нас прозрачный наш фон. У меня получились немного блеклые цвета, поэтому нажму вот сюда. Цветовой тон и насыщенность. Насыщенность сделаем поболее. Яркости давайте немножко подубавим. И теперь смотрится получше. Вот без цветокора, вот с цветокором. Выглядит просто пиксели поуверенней, что ли. После этого мы должны это сохранить. Выбираем инструмент рамка и осторожно выделяем наше изображение. Пиксель в пиксель, скажем так. И нажимаем Enter. Отлично. Вот наш артик примерно так и выглядит. Давайте теперь сделаем наше изображение побольше, потому что оно у нас, как вы помните, очень маленькое. Вначале делали очень маленькое изображение. Нажимаем изображение, размер изображения. Обязательно ставим сохранять пропорции. Выбираем пиксели, ставим 150, например. И ресамплинг меняем на то же самое, что мы ставили в начале. А именно по соседним пикселям, четкие края. Окей. Теперь наше изображение стало в несколько раз больше, но при этом качество картинки сохранилось таким же, как оно и было. И выглядит довольно приятно, что ли. И на этом на самом деле арт закончен. Делать арты здесь очень просто, главное просто подбирать правильное изображение, тренироваться и со временем набираться опыта. А я вам считаю, что я все вам показал. Теперь вам нужно просто сохранить, нажимаете файл, сохранить как, далее выбираете PNG, если хотите его с прозрачным фоном, либо JPEG, дело уже ваше. На этом на самом деле все, потому что тут нет смысла объяснять, как рисовать что-то отдельное. Я вам лишь объяснил принцип рисовки и то, что нужно использовать для того, чтобы это все нарисовать. Кстати говоря, если вы ждете туториал по созданию интро и аутро Мармока, было бы очень круто, если бы вы посмотрели
видео по ссылке в описании. Там будет написано видео, которое нужно посмотреть, и ссылочка на видос. Если вы его уже видели, пересмотрите. Если не видели, посмотрите. Там довольно полезная штука про стримы. И если на том видео будет больше активности, опять же по ссылочке в описании, если на нем будет больше активности, тогда видос про интро и аутро Мармока выйдет быстрее, чем 14 числа. Поэтому все в ваших руках. Также, чуваки, если вы доцелили это видео до конца, пишите в комментариях слово «пиксель». Так я пойму, что ты реально крутой чел, который смотрит мое видео до самого конца, и у тебя появится шанс попасть в начало моего нового видео, как было с топ-комментарием в начале этого видосика. Также ставь лайк на это видео. Будет много лайков, будет больше видосов. И еще подписывайся на канал, если этого еще не сделал. Есть слева прикольный видос, справа прикольный видос и кнопочка посередке, чтобы подписаться. А с вами был Дориан Корнет. Увидимся в новых крутых видосиках. И помните, гляньте видос по ссылочке в описании. Пока.